Hola amigos! Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня я хочу приготовить горячее блюдо из горячей страны – чили кон карне. Традиционное мексиканское блюдо, которое полюбили все не только в Америке и в Южной Америке, но и в Европе, да вообще во всем мире. Так что, дорогие мои сеньорес и сеньорас, кто еще не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь. И не забудьте нажать на колокольчик. Для вашего удобства, как всегда, все ингредиенты, подробный рецепт в описании под видео. Как говорят по-испански, empecemos pronto. Давайте скорее начнем. Я тут сейчас покажу так быстренько все продукты, которые нужны будут. Перец чили. Остроту регулируйте сами. Красный болгарский перец. По поводу бобов и по поводу томатной пасты. Конечно, лучше брать вот такую, как не паста, а именно в своем соку. Либо целые помидорки продаются без кожи, либо вот такие порезанные. Я взяла вот такие порезанные. Они уже с пряной добавкой, то есть пикант написано, значит, тут есть перец чили. Вот. И вот такая красная фасоль. У меня она сразу идет с перцем чили. Она не очень острая, я уже ее пробовала. Вы можете брать фасоль обычную красную и приготовить ее сами. Главное, чтобы она была мягкой. Чеснок, специи у меня здесь, соль, молотый черный перец, немножечко мускатного ореха, молотая красная паприка, я еще добавлю для полноты вкуса, лимон, лук, пару стеблей сельдерея. Это петрушка у меня здесь. И еще, по желанию, смотрите, как вы сами хотите. Лучше, конечно же, брать бульон натуральный, да? То есть, если у вас есть пол-литра бульона, плюс-минус, берите бульон. Можно взять не говяжий, можно взять любой другой, но лучше, конечно, говяжий. Я же возьму, у меня такой бульонный концентрат, и буду разводить его просто в горячей воде. Что по поводу мяса? Мясо лучше брать пожирнее. У меня говядина. Можно взять 50 на 50 говядину и свинину. У меня говядина, это я разморозила, у меня прямо она с травами уже идет. Я делаю такие заготовки. С курицей, честно, не пробовала никогда готовить. Моя семья очень любит чили кон карне. Это наше любимое блюдо. И я, честно, никогда даже не пыталась пробовать с курицей. Ну, интересный вариант, я думаю, можно попробовать, кто не любит говядину там и свинину. Ну и с бараниной там уже классическим вариантом считается говяжий фарш. Самое первое, что вы делаете, это уже у вас должен быть готов фарш. Либо готовый купленный, либо вы перекрутите его через мясорубку. И подготовить нужно все овощи. Нарезаем полностью перец сладкий болгарский, одну луковицу, сельдерей. Еще забыла добавить 2 вот таких средних морковки, или даже маленьких. Овощи нарезать нужно мелко. Соотношение овощей к мясу должно быть минимум 1 к 1. Даже 1 к 1,5, потому что это и есть классические чили кон карне. Это много овощей, много специй. Не бойтесь переборщить, очень сложно. То есть, если вы взяли, например, полкилограмма фарша, то на полкилограмма должно быть минимум полкилограмма всех овощей. Это самый минимум. Это для тех, кто любит мясо. Вот смотрите, морковка вот так тоже меленько порезана. Значит, есть 2 варианта приготовления. Либо в кастрюле большой, либо в сковороде большой с высокими стенками, с высокими бортиками. Разницы никакой, как вам удобно. Я наливаю на дно немного растительного масла. Добавляю сюда же лук и морковь. И делаю такую зажарку, знаете, как классический наш вариант. Не сильно, немножко, до такой легкой совершенно золотистости. Также отправляю сюда морковку. Все это немного припущу. Значит, еще традиционно чили кон карне, очень много есть вариаций рецепта, где встречается зира или кумин. Не знаю, как правильно говорить, кумин. И они отличаются от мина. Тмин это немножечко другое, не перепутайте. То же самое, вот сельдерей, если вы не любите сельдерей, можете его не добавлять. То есть это не обязательный пункт, но нам нравится, честно говоря,
У нас нету такой культуры, я сама с Украины, и мы сельдерей особо никогда не использовали в блюдах, он у нас особо нигде не продавался. Я только помню, что у меня у бабушки рос так называемый любысток. Он красиво цвел, и запах у него был, ну, точно такой же, как сельдерей. Но это две разных штуки. Сельдерей, который мы едим, это немного другой. Это такой именно, который в пищу принимается, а вот этот любысток, как оказался, который так красиво цветет, это дикий сельдерей, его еще называют, и его, собственно, в еду не используют. Но вот запах точно такой же. Никогда не подумала бы, что это можно есть. Чили кон карне традиционно, как я уже говорила, делается с говядиной. Это блюдо мексиканской кухни, также очень популярно в США, потому что это, естественно, они граничат с Мексикой. Поэтому, понятное дело, что культурный обмен очень богат. Так, я уже припустила лук и морковку. Теперь я выкладываю мясо. И сейчас буду... Мясо стараемся разбивать сразу же. То есть вообще при процессе приготовления оно должно разойтись. Кто готовил соус болоньезе, тот знает, что комочков мясных быть не должно. Чили кон карне означает банально, перевод карне это мясо с испанского, поэтому чили с мясом, все очень просто. Уже можно подготовить немного кипятка, то есть где-то пол-литра, чтобы у вас было в чайнике закипяченная вода. Это. Почему? Потому что, смотрите, видите, у меня жира здесь маловато, поэтому я добавлю немножко водички сейчас. Если суховато, лучше добавить, не надо ждать, пока оно там начнет шкварчать на дне. Все, добавляю немножечко кипятка, чуть-чуть буквально, чтобы был какая-то жидкость здесь, потому что я уже говорю, фарш не жирный, поэтому берите чуть пожирнее. Дальше, пока фарш греется, я возьму чеснок. У меня здесь в целом 5 зубчиков, я его так вот и выдавлю сразу уже. Вообще, вы приготовите несколько раз, вы влюбитесь в это блюдо. Очень вкусно. Особенно это будет актуально тем, кто не особо умеет готовить говядину. Ребят, честно, я вот говядину сколько раз, не знаю, у меня только гуляш получается и что-то вот с фарша говяжьего. Чтобы так цельную говядину сделать, ну это нужно очень постараться. Так, дальше чеснок добавила, добавляю сельдерей. Затем болгарский перец, добавляю все специи. Специи добавляйте по вкусу. Мускатный орех не обязателен, его не все любят, но я бы советовала. Все хорошенько перемешиваем. Стараемся разбить все комочки. Уже пахнет. И теперь я добавлю томаты. Вот банка у меня 400 грамм. На 600 грамм фарша вообще идеально. Вы любите больше помидоров, можно еще добавить сюда томатной пасты, чуть-чуть для более насыщенного такого вкуса. Ну, в принципе, от этой банки вот таких пассированных томатов, рубленых, вполне достаточно. Теперь в этой же баночке, во-первых, здесь остался еще соус томатный, видите. Я сюда же налью кипятка и здесь же разведу бульон говяжий. Я использую вот такой концентрат. Можно взять бульонный кубик. Можно взять, как я уже говорила, обычный бульон. Это смотря что у вас есть. Если же бульона не будет, ну, не беда на самом деле, но с ним будет более насыщенный вкус. Вливаю 400 мл бульона. Изначально получается немного вроде такой суп. Жидкости много, но жидкость со временем испарится и останется такое, знаете, как мясо с подливой. Ну, подливы должно быть много. Все-таки это не каша, это чили. Я добавлю только половину стручка чили. Почему? Потому что у меня и бобы острые, и томатная основа была острая. Поэтому я пока что добавляю только половину, а там буду смотреть уже по обстановке, сколько мне понадобится. Далее я вскрываю банку с бобами, сливаю аквафабу, вот эту, ну, водичка, которая в бобах. Так, чисто номинально сливаю, потому что ее можно, в принципе, оставить. Она тоже имеет вкус, аромат.
И также добавляю прямо из банки. Уже все так пахнет, так приятно. Все, оставляю чили покипеть, вывариться. Все вот такие вот комочки. Все вот это нужно разбивать, помешивая периодически. Кто там самый такой стойкий, вилкой, чем-то надо все это разбить. Кстати, в Штатах есть соревнования по поеданию чили. Делают такой его прям очень острым, и там реально люди его едят, получают призы за это. То есть, понимаете, да, насколько популярно блюдо на юге США особенно. Это действительно оно заслуживает такого внимания. Теперь нужно убрать огонь на самый минимум и оставить чили примерно на 40 минут-час, чтобы мясо хорошо пропиталось всеми ароматами и немного испарилось лишней жидкости. После этого выключаем огонь и оставляем чили еще потомиться примерно полчаса. Вот такое должно получиться, как то ли суп, то ли соус, непонятно, но очень вкусно. Вот, прошло около часа. Минут 40. В самом конце я беру половинку лимона, выдавливаю. И косточки. По идее, надо было бы в марлечку, так выдавить было бы удобнее. Косточки остались бы все внутри. Это по желанию, не обязательно. Чили обычно подают с большим количеством зелени, петрушки или кинзы. Это блюдо очень ароматное. Острота – это уже ваш выбор, вы можете ее сами регулировать. Но само название чили говорит само за себя. Подают как полноценный обед. С кусочком свежего хлеба, очень вкусно. Если вам понравился мой вариант приготовления чили кон карне, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. Мне очень важно ваше мнение, что вы думаете по поводу этого рецепта. Смотрите мои другие видео и всем приятного аппетита. Пока-пока!